Кто следит за тобой? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад, мои любимые мальчишки. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Итак, что я могу сказать, мои хорошие? Знаете, вот в чем, а в любви и вообще, наверное, в том, что вообще когда-нибудь вы сможете полюбить, вы уже начинаете сомневаться. И кто-то из вас, возможно, даже давненько уже сомневается, связано это с тем, конечно же, что вы претерпели в своей жизни не очень хороший период касательно личной жизни. Поэтому, знаете, здесь может еще проигрываться ситуация, когда вроде бы и хочется влюбиться, но уже не верите, да, не верите женщинам, не верите в любовь, не верите в то, что сможете полюбить. И все больше прислушиваетесь к своей интуиции, к своим ощущениям. Да, вам нравятся женщины, вы как бы оцениваете, да, инстинкты мужские никто не отменял, но тем не менее, вот чтобы влюбиться, ну это, я не знаю, нужно, наверное, очень сильно постараться, чтобы вы поверили женщине, чтобы вы до конца открылись женщине. И даже те из вас, которые сейчас, возможно, уже познакомились с какой-то женщиной, начали отношения, все равно есть какая-то доля недоверия, доля сомнений, есть, ну, такие, знаете, эмоциональные внутренние качели. Да, вы пытаетесь смотреть в будущее с надеждой, да, вы пытаетесь довериться людям, но не у всех это получается в полной мере. И как раз давайте сделаем маленький опрос, напишите, пожалуйста, вот действительно, насколько вы доверяете людям или нет, насколько вы доверяете женщинам, может быть, даже так лучше. Давайте-ка по поводу женщин все-таки. Вот есть у вас доверие, либо же все уже в хлам разбито доверие и никому ничему не верю. Опять-таки показано у нас сигнификации, что у вас острая нехватка любви у многих. Но в то же время я не скажу, что вы безумно так активно что-то ищете. Нет. Опять же, здесь ваше сомнение останавливает вас, да? Опять же, это неуверенность. Причем у кого-то из вас, давайте сейчас уточним еще, почему. Ну вот очень много негативных мыслей по поводу семьи и вообще отношений. Это то, что, в принципе, я только что и описывала. Хотя и одному как-то вот скучновато бывает. Хотя, в общем-то, чем дольше вы бываете один, тем больше вы уже к этому привыкаете, тем больше вы, ну, как бы, ну, находите для себя занятия, что ли, да. Вы человек, который, опять же, когда вы пережили, да, вот пережили эти тяжелые времена, я сейчас говорю о тех, кто уже прошел этот нелегкий путь расставания, в общем-то, вы научились и кайфовать, научились кайфовать сам собой. И это не в том смысле, да, что вам никого ничего не хочется, наоборот, как я уже сказала. А вот вы всегда находите занятие дома. Либо по дому что-то делаете, либо же это хобби какое-то. Может быть, кто-то еще работает немножко дома, либо доделывает дневную работу. Ну, то есть вы всегда занятия найдете, вы не будете там с ума сходить, да. Да, бывает неприятно, да, бывает грустно, одиноко и тоскливо. Еще что о вас поведают. Сказать, что вы гонитесь за деньгами, точно не могу. У кого-то из вас сейчас проигрываются действительно сложные времена, вот именно по финансам. Вот в финансовом плане есть среди вас те, которые очень сильно переживают, что будет дальше с вашим благосостоянием, как вы будете жить, либо выживать. Есть среди вас такие, очень много негативных мыслей вас одолевает по поводу работы, может быть, финансов. Здесь может стоять вопрос либо увольнения, сокращения, какая-то пауза, может быть. Но смотрите, ребят, вы вырулите из этой ситуации. Это я так забегаю вперед немножко, хоть это и сигнификация, просто
чтобы вас хоть немножечко успокоить. Те, кто сейчас депрессует, потому что вот есть люди, которые находятся именно вот в таком состоянии, как вот эта вот карта, да, вот девушка на девятке мечей, которая у нас нарисована. Вы человек, который, в общем-то, верит и в потусторонний мир, да, и в загробную жизнь. Вы человек, который верит, что, ну, бывают какие-то чудеса, да, что есть какие-то силы там наверху. Я сейчас говорю не про религию, а вообще, да, вы верите, в общем-то, в высшие силы. И это тоже вам помогает, потому что частенько вы можете просить по жизни, когда вам тяжело, сложно, обидно. Вы можете и эти самые высшие силы просить о помощи. Кто-то просит своих ангелов-хранителей. Причем у вас довольно неплохие ангелы-хранители. Это ваши ушедшие родственники. Скорее, это женщина кровная. Обычно это мамы, бабушки, там, тети, прабабушки. Человек, которого вы любили, вас тоже, естественно, любили очень сильно при жизни. И оттуда вам помогают. Поэтому у вас есть очень такие классные помощники там наверху. Ну-ка и давайте посмотрим, мои хорошие, кто же следит за вами. Мне прям самой интересно, кто же за вами следит. За вами следит женщина. Сейчас уточним. Скажу так. Может быть, для кого-то это будет интрига, для кого-то загадка. С этой женщиной однозначно была постель. С этой женщиной когда-то однозначно были классные такие суперские отношения. Это не обязательно, что это была жена. Это мог быть роман, это могли быть просто отношения. Но женщина, как оказалось, склонная к измене, женщина, которая была с вами лицемерной, и, в общем-то, вы это все очень быстренько просекли и с ней распрощались. Почему она следит за вами? Потому что сейчас у нее есть выбор, да, вот попытаться с вами вернуть какие-то отношения, либо же искать кого-то другого. Кого-то другого искать ей особо не хочется, потому что намного проще, да, попытаться вернуть того, кого ты уже хоть немножко знаешь. Женщина жадная к деньгам, женщина, которая, ну, такая, знаете, она любит только тех, у кого есть деньги и кто для нее что-то делает. Если мужчина не обладает, ну, более-менее такими какими-то средствами, да, не будет в нее вкладываться, не будет ей дарить подарки, она любить не будет такого. Вот как-то у нее, знаете, ну и смех, и грех, честное слово, все взаимосвязано. Вот именно финансы с любовью. То есть она любит только тех, у кого есть финансы. В свое время вы тоже ей давали, либо же это деньги были, либо же это какие-то подарки, там другие какие-то плюшки вы ей давали, да, и она вроде бы играла роль, ну, такой любящей, да. Ну, а потом, в общем-то, вот я очень люблю эту карту, да, вот карта силы, которая показывает нам двуличие человека. Потом она скинула свою масочку, вернее, вы просекли, причем просекли как-то очень неожиданно. Была какая-то такая история, которая вам открыла глаза на эту женщину. Она следит за вами, потому что ей важно знать, свободны вы сейчас или нет, стоит ли вас возвращать или нет. Она ищет какие-то обходные пути, чтобы как-то сделать вот по-хитрому, может быть, вашу встречу, либо же, ну, какую-то там, я не знаю, переписку. Знаете, как это бывает? Ой, случайно встретились в магазине, либо где-то на улице. А как оказывается, это совсем не случайно. Либо же, ой, я ошиблась номером, да, не туда позвонила. Хотя, в принципе, звонила как раз туда, куда надо. Ну, то есть это такое шухер-махер. Но ей сначала вот важно узнать, как вы, что вы, если у вас женщина и вообще как вы к ней относитесь. Поэтому здесь могут быть опросы какие-то, если есть общие знакомые, она может с ними разговаривать, она может в соцсети заходить. У кого-то может проиграться, что она чуть ли не из-за угла как-то за вами подслеживает, потому что, ну, ей важно реально видеть, вот вы сам ходите там домой, из дому, в магазин, ну, то есть
Опять же, у каждого это будет своя слежка. Очень скучает по интиму с вами. Это тоже такой бонус. Может быть, кому-то из вас будет приятно. Еще кто следит за вами? Так, так. Знаете, это касается момента по работе. У кого-то из вас может проиграться, что за вами вот как будто следит кто-то из коллег, либо же может даже проиграться, что это начальник. Человек вот хочет вас подловить. Зачем? Зачем? Нужно место, то есть нужно освободить место, и вот именно почему-то выбор пал на вас. Тем более, вот там выбор стоял из нескольких человек, но поскольку вы такой самый правдоруб, возможно, даже кто-то из вас был в каких-то таких небольших конфликтных ситуациях с начальством, и на вас имеется зуб. Поэтому будьте бдительны, вот у кого срезонирует этот момент, будьте даже осторожны. Не должно быть никаких косяков, не должно быть никаких разговоров, обсуждений, сплетен про начальство, там что-то по работе. И даже если вы что-то знаете, да, какие-то там шухер-махер, что-то такое за спиной, в кулуарах где-то что-то слышали, либо видели, вот просто рот закрываете скотчем. Ждут, когда вы оступитесь, вот ждут вашей ошибки. Так вот, не нужно делать этих ошибок, и тогда будет все хорошо. Иначе, как говорится, сплетут вам лапти на работе очень быстро. Далее. За вами следит женщина, которая тайно в вас влюблена, которая спит и видит вас своим любовником. Эта женщина очень такая прагматичная, эта женщина себе на уме, она безумно умная. Ей бы вот генеральшей быть, она просчитывает на 10 шагов вперед. Вы одна из ее, ну, таких хотелок, я не знаю, может быть. Вот она увидела вас, да? Опять же, к месту мы не привязываемся, она может быть где угодно в вашем окружении. Но вы ее привлекаете как мужчина, причем вот это скорее такая страсть, это не любовь, но вот она за вами следит, опять же, потому что она до конца не знает, насколько вы свободны, не свободны, есть ли у вас семья или нет. Эту женщину вы знаете, с этой женщиной вы периодически пересекаетесь. Скорее она такая среднего возраста, она не моложавая, она не старушка, ну так, плюс-минус, опять же, это общий расклад, поэтому сильно прям к возрасту так мы не привязываемся. Женщина такая, волосы, ну как сказать, шатенка, может быть такая темнорусая, вот такого плана. Очень почему-то, вот знаете, источаете вы, многие источаете сексуальную энергетику. Есть в вашем окружении женщины, я сейчас кроме этой даже дамочки, вот в общем вам говорю, есть женщины, которые, ну, реально хотят стать вашими любовницами, просто потому что вы источаете такую вот энергетику. Это чтобы вы знали, это особенно, я думаю, может быть, немножечко поможет тем из вас, кто отчаялся, кто не верит в себя, кто опустил руки и так далее. То есть женщины хотят с вами быть, женщины, каждая в каком-то в своем ракурсе за вами подсматривает. Есть женщины, которые могут даже реально в соцсетях за вами следить, у кого они есть. У кого-то из вас даже есть женщина, вот, с которой, в общем-то, вы общаетесь, но вы можете общаться либо по-дружески, либо как коллега, ну, то есть какая-то ваша хорошая знакомая, у вас есть друг друга телефон. Вы можете изредка как-то вот либо созваниваться, там поздравляться на праздники. Ну, то есть вы ее не рассматриваете как женщину для каких-то там поползновений, да? Но она интересуется вами. Она вплоть до того, что она заходит там в какие-то мессенджеры и ну, немножко тоже так следит за вами, когда, ну, я просто пытаюсь вам вот объяснить своими словами, чтобы вам было понятно, да, это могут быть мессенджеры, тот же Viber, WhatsApp, Telegram, там у кого что, когда вы были в сети, да, если, допустим, вас долго вечером не было, она может начать думать, вот вы где-то с кем-то. Женщина, которая вами тоже заинтересована, хотя эта дама
Она, в общем-то, знает ваше такое отношение к жизни. Она знает более-менее вашу ситуацию жизненную, да, то есть она знает, есть у вас женщина или нет. Есть какая-то еще дама. Вот это я представляю, вы мне сейчас начнете писать, что ой, прям гарем, да, хоть разбавляй, сколько женщин. Но опять же, ребят, я повторяю, у каждого по-своему срезонирует. Переворачивайте под себя, кому что подходит. Есть еще одна дама, которая может быть не свободна, но все же она вас, ну как-то вот она вас не забыла. Почему? С чем это связано? Вы могли с ней даже, кстати, как-то пересекаться по работе. Какие-то денежно-финансовые были операции с ней. Это могла быть, ну, я не знаю, там продавец в магазине, в аптеке, там кто угодно. Ну, то есть везде, где денежка, в банке. То есть женщина тоже за вами подслеживает, но она может быть не свободна. Вы импонируете, вы ей нравитесь, да? Но опять же, она не рассматривает вас как там будущего мужчину, потому что, опять же, она не свободна, она повязана по рукам и ногам. Именно, ну, здесь какие-то и материальные блага, да, то есть там такой вот жизни нет. Это даже не отношения, это не семья, это два чужих человека живут в доме. Но, тем не менее, влюбляться никто не запрещал, да, интересоваться никто не запрещал. И вот она как, ну, в общем-то, любой живой человек, который дома не получает нежности, тепла, заботы и так далее. Вот она вами увлеклась, вот просто увлеклась. Вот она мечтает о вас, она может представлять какие-то картинки с вами. Но она прекрасно понимает, что ничего нет и быть не может, потому что она не свободна, это раз. Во-вторых, здесь еще ребенок может держать, да, вот как бы сдерживать. Ну, от разрыва я имею в виду, да, ну, как это делают многие женщины, чтобы ребенок там без папы не остался и так далее. Хотя женщина не живет, а мучается. Я, если честно, не понимаю, конечно, таких людей, но это каждый выбирает свое. Плюс здесь еще могут быть какие-то материальные вопросы, да, либо же она в квартире у мужчины живет, либо он как-то вот ей помогает, ну, то есть она сама содержание не потянет. Поэтому, мои хорошие, в общем-то, коротко я вам рассказала, да, вы переворачиваете под себя, кому что подходит. Многие могут что-то для себя подчерпнуть и подчеркнуть, да, уже такая тавтология у нас получилась. Но, тем не менее, чтобы вы знали, потому что есть среди вас, вот я вижу еще, знаете, у кого-то из вас тоже есть как бы в воспоминаниях, в мыслях, вот ностальгия по какой-то женщине. Возможно, был роман, возможно, были отношения, кто-то даже может ностальгировать по бывшей. И это может срезонировать, конечно, взаимно. Но скорее я склоняюсь, что это роман или отношения. Потому что с бывшей здесь была более тяжелая ситуация. И даже если вы тоскуете, страдаете, даже если это взаимно у вас, то перспектив, к сожалению, либо же к счастью, я просто не вижу. Слишком много грязи, слишком много дерьма, простите, было вылито. Поэтому такое не забывается. Как бы ни тянуло друг к другу, как бы ни скучали, не тосковали, вы оба понимаете, что уже после такого, ну, как минимум, наверное, ей будет стыдно смотреть вам в глаза. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!